Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Так, криптовалюта побрила круто. Криптовалюта побрила круто. И что мы видим? На данный момент рынок льется беспощадно. Просто-напросто беспощадно этот рынок льется. Нету никакого альтсезона. Нету альтсезона. И я его пока что не жду, потому как у нас есть некоторые нюансы на рынке. Ожидаю разве что только экзит-пампы для того, чтобы кто-то закрыл шорт и по возможности можно было бы покинуть бы, конечно же, этот рынок. У нас там Трамп, аналогичный экзит-памп Трамп устроил тоже. Посмотрим, будет ли он восстанавливать этот свой альткоин или нет. Но я думаю, что если будет и восстановление, то разве что с текущих может быть 2 икса каких-то там, не более. Итак, в принципе, что? У нас красные пузыри все. Сегодня у нас знаменательное событие, заседание ФРС по поводу ставки. Я думаю, что ставка будет понизена. Ее снизят. В принципе. А роста особо мы сильного не увидим. Дай бог, чтобы у нас не было сильнейшего дампа после ставки. Потому как в сентябре у нас был дамп. В принципе, вот так вот. Рынок переиграл большое количество участников. На данный момент многие лонговали, шортили, их ликвиднули. Но есть люди, которые заработали колоссальнейший капитал. Миллионы долларов. И живут, конечно же, в Дубаях на пальме. В принципе, вот так вот. Эфириум 4.13. Хорошие трейды по эфиру. Я вам говорил, что нужно, конечно, присмотреться к эфиру и поскальпить его. Сейчас можно, конечно же, откупить обратно. 4100, 4200 можно было продавать. Итак, Трамп у нас сделал этот рынок. Вот так вот. Со своей командой они все это сделали. Побрили полностью хомяков. Побрили всех людей, которые хотели увидеть рост. Которые, конечно же, лонговали очень сильно. Завышали плечи, жадничали. Все они это сделали, потому как он сделал это все с CZ в паре. И в принципе я смотрел интервью одного чела по биржам. Он говорит, что основная биржа, которая задвигает всем рынком, это Binance. Binance, конечно же, полностью устанавливает все цены, котировки, движения. Binance полностью манипулирует этим рынком. И он говорит, то, что рисует Binance, нам приходится тоже за Binance рисовать. И тут в моменте Binance нарисовал атом по нулю. Но мы, конечно же, не опускали, как Binance, атом на 0. Мы предоставляли некую ликвидность. Но все равно Binance полностью, короче говоря, отманипулировал на этом рынке. И, конечно же, в паре это все было с Трампом. Они выбрали большое количество капитала с этого рынка. Многие ожидают альтсезон, многие смеются, но ликвидация на 20 миллиардов долларов и падение капитализации рынка на 1 триллион долларов, это как раз и альтсезон для избранных участников этого рынка. Ну а все остальные пускай дальше покупают альткоины, усредняют, и все будет хорошо. Q4 самый негативный получается у нас на данный момент. Q4. Хоть он и всегда был позитивный, но у нас Q4 самый негативный. Самый негативный у нас был только на медвежьем рынке. Это у нас 18-19 год, 22 год. Смотрите, 14 год, медвежка 16%, да? Минус 16%. 22 год, нету у руля Трампа, минус 16%. Глубокая медвежка по биткоину. Нету у руля Трампа, 22 год, минус 14%. Когда был Трамп у руля, смотрите, минус 42, минус 13, 18-19 год. Он просто изматывал этот рынок и вытягивал с него все соки. Минус 42%, минус 13%. Вы себе представляете? Медвежка. Здесь может быть аналогичная ситуация. Посмотрим, понаблюдаем. У нас остался только еще один месяц, а это ноябрь месяц по биткоину. И дальше там ожидать, не знаю, что там будет хорошего. Будут, наверное, говорят, дрюкать по полной программе. Октябрь у нас 1% просадки уже. Хоть и исторически октябрь был всегда положительный, смотрите. Всегда положительный, за исключением 2 месяцев. Это у нас был 14 год медвежка и 18 год медвежка. Даже 22 год и то у нас
был плюс 5%. Плюс 5%. Это была медвежка. А сейчас на данный момент у нас вроде бы как бычка, да? Но мы видим октябрь минусовый. Они просто высасывают все с этого рынка. Просто все высасывают. Кто-то может, конечно же, смеяться, что там что-то там рисует, ретесты делает. Но результат вы видите у себя на портфеле. Кто-то бабки имеет, а кто-то красивые красные циферки на экране телефона. Самое важное, что вы идете каждый день на работу. В принципе, вот так вот. Биток у нас минус 1%. Эфириум вообще здесь просто трэш. Минус 3%. Все представляете? Бычка, блин. Бычка. Минус 3%. Трамп у руля. Что еще вы хотите увидеть на этом рынке? В принципе, это шахрай, мошенник самый натуральный. Доминация у нас не падает. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 недель. 7 зеленых недель. Вы себе представляете? 7 зеленых недель. Когда у нас такое было? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Это был май 25 года. Раз, два, три, 4. Да, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну просто капец. Это у нас был март 25 года. Здесь у нас раз, два, три, 4, 5. Ну, в принципе, что? Здесь у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Август 23 года. Вот, в принципе, у нас август 23 года один момент такой был. И вот сейчас мы опять видим 7 недель. Мало ли, может, это все-таки медвежий флаг рисует здесь и будет падение доминации. Ну, а прикиньте такой сценарий событий. Биток с текущих уходит на медвежку. А ему уже пора уходить на медвежку. Мы видим по модели Stop to Flow то, что у нас на данный момент были некие бычки локальные. Это у нас была бычка в 23 году, была бычка в мае, вернее в феврале-марте 24 года, была мини-бычка в ноябре, и вот была бычка у нас летом 25 года. С локальными такими коррекциями, мини-бычками, ну и в принципе глобальная бычка у нас уже заканчивается по биткоину. С не ярко выраженной такой вот вершиной восходящей, как это было вот здесь вот. Биток уже просто просится на медвежку. Он уже просто просится на медвежку. И вы представляете, что биток будет погружаться. Он будет погружаться и при этом будет расти потихоньку доминация. Потому как, когда биткоин погружается на медвежку, у нас всегда растет доминация битка. Вот, растет доминация битка. Мы растем, растем, растем. И восстанавливаемся вплоть где-то там до 85%. Это нам позволит, конечно же, спотовый биткоин ETF сделать такой ход конем. Альта, конечно же, в этот период времени просто умрет, и большое количество альты делистнется. Большое количество альты делистнется, и если кто не верит, у меня тоже в портфеле есть большое количество альткоинов, которые, конечно же, соскамились. Я брал определенную небольшую пачку альткоинов, 10 альтов, сформировал портфель 10 альткоинов по $100. Довольно-таки новые проекты, которые выходили в основном в 2024 году. Это было у нас как раз февраль, январь, там март, апрель, май 2024 года. И что мы видим? $100 просто-напросто на балансе превратилось в $5, $10. Плюс я еще усреднял данный портфель. Весь 2024 год. Мы просто-напросто увидели скам портфеля. И все. Нету никакого там движения. Такие монетки, как Pixel, Portal. Еще там куча. Можно их даже перечислить на пальцах. Можно просто-напросто перечислить на пальцах. Альткоины, которые соскамились в моем портфеле, это монетка AppNF, Polydodge, FTT, Xai, Portal, Food, AltLayer. SafePal я чисто брал для комиссии. Коли, TIDEX. Тонкоин у меня его нету, я его продал. XRP я тоже продал. Pixel. Аналос, например. Lai монетка соскамилась. Farm, Axe. Потом Ava я продал. Qmal соскамился. Это еще так, скамина лютая. Qmal это вообще отдельный. Lumia, например. Ну, Lumia я продал, у меня нету. Dox у нас, например, укаталась. Я Dox продал. Cetus я тоже продал. SATA монета соскамилась. Tron 20 соскамилась. Я, правда, SATA не продавал, а Tron продал. CyberConnect я продал на пампе. BNB я тоже продал. CRO я тоже, в принципе, продал. Да,
Есть некое количество монет, которые просто-напросто соскамились, и назад они уже не вернутся в те цены, даже где ты покупал. Как бы это не хотелось бы принимать, но они просто-напросто не вернутся. Это реалии рынка. Многие вам будут рассказывать: да не парься, восстановится, еще что-то. Это все чухня собачья. В этом цикле мы видим массовые делистинги. Если проект укатался на минус 10 иксов, минус 20 иксов, минус 30 иксов, ты себе представь, сколько нужно иксов, чтобы ты вышел в ноль. А не дадут тебе таких иксов больше, 30 иксов. Но для того, чтобы ты вышел в ноль по данному проекту, тебе нужно на данной стадии рынка уже начинать заносить деньги и усреднять этот проект. А здесь риск, потому как в дальнейшем он может делиснуться. Если ты купил, допустим, какой-то проект, ну, наподобие SATO, да, на $100, на данный момент он укатался на минус 20%, минус 20 иксов, и у тебя уже на балансе оказывается 5 баксов. Ты занес с него $100, у тебя на балансе $5. Тебе нужно опять донести хотя бы на долларов 20, 30 или 50 его усреднить. Но ты сейчас заносишь еще на $50, покупаешь, а пройдет буквально 2-3 месяца, и его делиснут к ядроне бабушки. И ты уже теряешь намного больше, ты уже теряешь $150. Я думаю, что не стоит усреднять данный скам. Стоит накапливать доллар. Неоднократно говорил, что его нужно накапливать. Доллар у нас потихоньку начинает расти. И медвежку мы по доллару, конечно же, с вами рассмотрели. Я надеюсь, что вы потихоньку накапливаете доллары. Пишите в комментариях под видео. Еще есть время для накопления доллара, потому как доллар здесь конкретно медвежку отрисовал, но еще не вышел. Подтверждение выхода с медвежки — это у нас будет DXY в диапазоне 100 пунктов. Сейчас на данный момент у нас правительство штатов на паузе, у них там шокдаун, они не работают. Как только они выйдут, увидите, доллар начнет потихоньку ползти вверх. Если ты каждый день накапливаешь доллары, пиши в комментариях под видео. Вообще, если даже тебе нравится данный контент, ставь лайки. Если не нравится, ставь дизлайки и пиши свои комментарии. Мы будем исправлять ситуацию. Накапливай доллар. Если у тебя есть возможность каждый день купить $10, покупай $10. Если у тебя есть возможность купить каждый день $100, покупай $100. Если у тебя есть возможность купить каждый день $10 тысяч, покупай $10 тысяч. И пиши в комментариях: я сегодня купил $45. И ты увидишь буквально через определенный период времени то, что ты свой капитал сохранишь в баксе. В принципе, вот так вот. Давайте посмотрим, какие у нас есть сигналы на битке и на эфириуме. У нас на данный момент, я считаю, что не будет никакого хорошего альтсезона, потому как у нас на данный момент эфириум лонгов нету, они полностью закрыты, и эфир не растет, потому как нету здесь у нас лонгов по эфиру. Что мы видим? Ну, нету просто лонгов, и все. Нету. Лонгов нету. Их закрыли. Были набранные лонги, вот они. Эфир двинулся. Эфир вырос, и вплоть до июня, вот конца августа, эфир двигался в диапазон 4800. Все. Дальше нету набранных лонгов. Эфир поставил свой локальный, можно так сказать, хай. Может быть такое, что здесь еще будет какой-то набор лонгов. Дай бог, дай бог. Зато у нас есть по эфиру шорты. И есть куда падать. Мы по эфиру можем упасть даже вплоть на $3000, к примеру. 3000 баксов мы можем реально упасть. И это будет нормально. Итак, биточек наш сформировал здесь такой вот клин. Мы уже, в принципе, выпали с этого клина. На данный момент ретестим нижнюю границу клина. И, не сформировали они закреп на 115-118 тысяч долларов. На недельке нету никаких сигналов. На дневке у нас пока что сигнала нет. Хотелось бы увидеть такой сценарий событий, чтобы мы здесь выросли, отретестили данную поддержку, которая находится в диапазоне 111 тысяч долларов. Мы уже, в принципе, сюда и опускались. И здесь что-то бы случилось бы, и мы ушли все-таки на 120 тысяч долларов и ушли на перехай. Дай бог, может такое и произойдет. Сигнал на покупку у нас есть, на продажу сигнала нету. Тренд пока что лонговый, зеленое облако. Дальше, на 4-часовике у нас был сигнал на продажу, жесткий сигнал на продажу 27 октября.
Просто капец. 2 дня тому назад у нас был сигнал на продажу. Нужно было продавать. Ложный здесь выход. Отскок дохлой кошки и дальше падение. Сегодня у нас заседание. Я думаю, что может будут какие-то качели. Посмотрим, понаблюдаем. На 4-часовике сигнал на продажу, на покупку нету. На 3-часовике нету на покупку. На 2-часовике нету на покупку ничего. Это капец. На часе тоже нету ничего на покупку. Ох, мазафакина. Как же больно. Ну, здесь у нас такая вот полностью идет продажа на MACD. Давление сильнейшее, конечно же, на биткоин. Итак, давайте посмотрим на эфириум. Что нам показывает эфириум? Нужно трейды брать по эфириуму. Я вам неоднократно говорил, что эфириум нужно покупать и заниматься скальпингом. На недельке четкая сигнал на продажу, хоть на биткоине у нас и нету сигнала на продажу, но на эфириуме есть сигнал на продажу, смена тренда, мы падаем. Многие говорят о том, что здесь эфириум выглядит по-бычьи. Я вам сейчас скажу интересный момент, где наш инструмент, вот он. Вот здесь вот мы тоже очень по-бычьи выглядели, очень просто по-бычьи выглядели, и некоторые блогеры тоже твердили, эфириум выглядит по-бычьи, я захожу all-in в крипторынок. Это Пшава. Я за ним наблюдал. Он говорил, что вот здесь вот я не захожу, потому как у нас будет падение. А здесь я залетаю all-in, потому как эфириум у нас выглядит по-бычьи. Дальше to the moon. Ну, а дальше нас, конечно же, прокатали. В принципе, даже в эфириум он здесь вот не заходил, а набирал полную пачку L2 решений, но в итоге мы видим, что случилось с этими L2 решениями. Эфириум у нас уже вырос, здесь выглядит опять по-бычьи, L2 решения даже и не восстановились. И даже то, что мы выглядим по-бычьи, нам не мешает сходить по эфириуму, ну где-то так на зону поддержки, так для того, чтобы все потеряли свои трусы в диапазон там где-то 2800-3000 долларов. Может даже такое и произойти. Мы, конечно же, этого не знаем. Но сигнал шортовый. Сигнал шортовый, и это факт. А факт остается фактом. На дневке сигнал на продажу, сигнал на покупку. Относительно биткоина, то эфириум здесь у нас есть сигнал на покупку, и на продажу сигналов нету. Ну в принципе что, на битке там тоже у нас нету сигналов на продажу. Вот что. Тренд у нас здесь сменился. Эфириум здесь начинают потихоньку качать. Я думаю, что можно заняться скальпингом. На 4-часовике был сигнал на продажу, на покупку нету у нас. И на 3-часовике нету. На 2-часовике был сигнал на продажу последний раз, и на часе у нас и есть сигнал на покупку. У нас здесь есть сигнал на покупку, а на битке у нас не было сигнала на покупку. Вот давайте мы посмотрим опять биток. Биточек наш, биточек, давай расти. Ну нету битка по 200 тысяч долларов, как многие кричали, твердили, что все, будет биток по 200 тысяч долларов. Не нужно биток покупать, потому как нужно альту покупать. Этот цикл сделал всех. Просто всех, даже и меня. Даже и меня. Потому как я переливал биток в эфириум. Вот что. А эфириум у нас, ну, собака-дыка не хочет расти в диапазон там. А вот мы пока что снимали видео, у нас появился сигнал на покупку. Пока мы снимали видео, у нас открылся новый час, 7 часов утра. Здесь появился сигнал на покупку. А на эфириуме у нас появился сигнал на покупку 2 часа тому назад. Вот что. Если кто-то что-то думает, сомневается, то в принципе... Ну, индикатор, я думаю, что данный неплохо отрабатывает. Его нужно смотреть вместе с парой индикаторами, такие как MACD, желательно, стохастик. И я думаю, что все у нас получится. В принципе, вот так вот. Кто реферал на одной из бирж по моей ссылке, можете, конечно же, написать мне в личку, и я добавлю вас в закрытый канал по акции. В принципе, вот так вот. Бесплатно. На данный момент бесплатно. В принципе, вот так вот. Посмотрим. Сегодня у нас будут качать этим рынком. Дай бог, у нас может действительно что-то получится. Скрестим пальчики. Вы думаете, что я сам не хочу увидеть этот гребаный альтсезон? Я уже в рынке более чем 4 года. Уже скоро будет 5 лет.
Такого трешака я не видел даже на истории этого рынка. Прежде чем заходить в этот рынок, я очень тщательно поизучал всю историю этого рынка, просмотрел кучу тонну контента в 2021 году по блогерам, что они творили там в 2015, 2016 году, в 2018 году. Просто перелопатил весь YouTube. Сейчас уже, конечно, я этим делом не занимаюсь. Иногда изучаю интересные, конечно же, истории знаменитых блогеров. Очень интересные. Они говорят обратное. Ну, в принципе, что? Я думаю, что у нас все-таки, если и будет что-то делаться на этом рынке, я думаю, что должно у нас состояться это все дело в ноябре. Если в ноябре у нас ничего не будет, в декабре они могут устроить Санта-ралли, но и само собой не будем исключать то, что цикл растянулся. О том, что цикл растянулся, я еще вам говорил буквально в марте 2025 года. И судя по падению доминации биткоина, мы видим, что цикл примерно растянулся на 6 месяцев. Если у нас завершение цикла должно было бы состояться, допустим, октябрь-ноябрь, да, самые такие жирные месяцы, то мы можем прикинуть, что действительно январь, февраль, март могли бы они устроить бы. Но в это уже слабо очень верится. Мало ли, может, действительно цикл растянулся. Вот что. Здесь уже, конечно же, на кону стоит очень опасная ситуация. Если действительно биток уходит на медвежку и будет рост доминации биткоина, то просто эти все альткоины, которые мы держим в портфеле, они просто испепелятся. Я думаю, что на данный момент было бы не ошибка урезать риски, зафиксировать то, что, например, в плюсе или легком минусе, например, выйти в стейблы. Я, конечно же, такие рекомендации вам давать не буду, вы сами будете принимать решения. Вот что, потому как каждый сам принимает решение, что он будет покупать, продавать. Но я, например, буду урезать риски. Вот и все. И желательно это все делать на росте рынка, а не на падающем рынке. Но пока что роста мы особо глобально не видим. Мы только видим то, что этим рынком шатают, еще конкретно шатают. Этот Трамп сраный, он шатает. Он много чего ушатывает. В мире просто апокалипсис творит, мы это прекрасно видим. Войны они не заканчивают. Это мрази еще те, короче говоря, это кровопийцы самые натуральные, они пьют кровь. А кровь они, конечно же, пьют нашу с вами. Нашу, простых людей. Вот. И с этим очень тяжело смириться. Они шатают рынком уже декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошел уже. И октябрь, 11 месяцев. Вы себе представляете, 11 месяцев. Вот еще будет ноябрь, уже будет 12 месяцев. Мы ничего интересного не увидели на этом рынке, за исключением пару каких-то проектов, которые, конечно же, там запампились. Ну, памп-фан, там, ну, что там, альпака улетела. Ну, это мелочи вообще. Это мелочи. И альпака у нас делиснулась перед улетом. Ее просто-напросто делиснули из биржи Binance. Вернее, объявили то, что там делистинг, но ее скинули, она потом улетела, например, у нас. Кто-то там залетел, потом делистнули и все. Это все чисто инсайдерская торговля была. Весь год инсайдерская торговля на этом рынке была. Вот и все. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Если вам понравился контент, ставим лайки. Если нет, ставим дизлайки. Пишем в комментариях под видео, что вы хотели бы посмотреть, какие альткоины. И пиши, конечно же, накапливаешь ли ты доллар. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.